Приветствую, друзья! Кроме уже рассмотренных нами BQAce, связку 10-мм динамика с одним микропланарным драйвером реализовала и всеми любимая компания Kenera. Чувствительность у них 102 дБ, в половину ниже цена, реально качающий бас, мелодическая атмосфера и без той заглушенности на верхах. Сегодня мы поговорим о новеньких Queen of Audio Mimosa. Поехали! Упаковка модели радует неплохим оформлением и наличием заводского графика АЧХ. В комплект положили пару карточек, плотный бокс и два набора фирменных силиконовых амбушюр. Кабель здесь тоже достойный, плотный, витой, сразу на 4,4 мм джек и с сопротивлением на общей жиле в 136 тысячных Ома, а на левом и правом канале по 0,256 тысячных Ома. Такое вполне допустимо и преследует свои акустические цели. Чашечки по габаритам небольшие, сделаны из полупрозрачной смолы с довольно вытянутым звуководом, компенсационным отверстием, направленным назад, сеточкой-ромашкой и в холодных тонах, оформленной внешней частью. Смотрится это достойно, да и сидят они вполне удобно. Вот так, друзья, это и выглядит. По измерениям у нас идеальный, как по учебнику, импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,35%, что просто великолепно. Фаза более-менее, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на предоставленных графиках. На АЧХ низкие частоты приподняли на целых 15 дБ с пологим переходом на середину. Правильно выраженная область разборчивости, акцент на псевдодетализации и протяженные до внушительных 17 кГц высокие частоты. Что сказать, весьма неплохая настройка, поинтереснее, чем у APVOX Grid и BQAce Frost. На слух они сочные, басовитые, с чуть теплой, естественной атмосферой, неплохой выразительностью и значительным уклоном в эмоциональную часть произведения. У инструментов есть весообъем, сцена чуть приближена к слушателю, прямо-таки качающий, насыщенный и упругий бас, столь же живая, певучая и очень комфортная середина и с характерным нейтральным оттенком высокие частоты. Только они, в отличие от BQAce Frost, открытые, протяженные и куда более разборчивые. Особый уклон тут делается на выразительность, баланс частот и мелодическую составляющую композиции, слегка пожертвовав разрешением и скоростью атак. Но это лишь на контрасте, например, с BQAce Frost. А так, инструменты расположены на своих законных местах, все планы легко читаются, а у сцены есть тот самый масштаб и протяженность в глубину. Динамика у модели шикарная, но образы воспринимаются скорее на макроуровне. Зато они цельные, крупные и довольно натуральные. Джазовые, симфонические и другие мультиинструментальные произведения раскрываются здесь, как говорится, на полную. Конечно, у них есть куда расти. На фоне решений за 200 и более долларов модель ощутимо уступает. Но, как за свою цену, это просто, друзья, великолепно. Особенно, если вы предпочитаете танцевальные или иные ритмичные жанры, электронную, рок, живую музыку, что-то вокальное или с мелодической направленностью.
Разнородность в драйверах, как ни крути, тут все-таки читается, но сделано все настолько аккуратно, что различить подобное можно лишь очень постаравшись и на специально подобранной музыке. Больше же всего их звучание похоже на тоже недавно рассмотренные нами наушники APVOX Grid. Причем за басы там отвечал 11-мм драйвер костной проводимости и 10-мм динамик. У нас же стоит только динамик. А по упругости и тактильной отдаче разницы вообще не ощущается. Разве что бас у Grid немного суше и сильнее подобран по краям. Серединка у нас ровнее, спокойнее и шире, а верха плюс-минус схожи. То есть из прямо существенных отличий здесь можно назвать лишь яркость и экспрессию на средних частотах у APVOX Grid. Еще из достоинств стоит отметить однородность звучания, хорошую артикуляцию, отсутствие сколь-либо заметной рези, грязи или агрессии, достойное внимание к деталям, прекрасный масштаб, телесность и идеально вписывающийся в произведение вокал. Согласен, такой звук сложно назвать прозрачным, аналитичным или по-настоящему строгим. Он ближе к музыкальным, комфортным и погружающим в свои вибрации. И мне это, если честно, гораздо больше нравится. То есть мимоза созданы скорее для удовольствия, чем для студийного мониторинга. Усиление им потребуется немалое, примерно как для любых других чисто планарных наушников. При этом тут есть и аналоговая теплота, и масштаб, и выразительность, и сцена, и то самое аудиофильское погружение в материал. Текстуры тембрально богаты, у них есть объем и глубина, нижний бас чуть ли не уровня хорошего сабвуфера, а верха протяжны и открыты. Как итог, наушники Queen of Audio Mimosa достойно выглядят, удобно сидят, имеют настройку, сравнимую с решениями от именитых брендов, отличный кабель в комплекте, низкие искажения и любимый многими планарный излучатель на самом верху диапазона. Звучит это насыщенно, выразительно, с прекрасно переданными практически живыми образами, экспрессией и вовлечением в материал. Особенно хочется выделить невероятно гармоничное сочетание музыкального и сверхэмоционального динамика с чуть подсушенным, с уклоном в строгость планарным драйвером. Результат прямо поражает воображение. Да и масштаб здесь с глубиной, размахом и абсолютно естественным восприятием задних планов. Для своей цены это просто великолепно. Если вы ищете что-то мелодичное в пределах $100, то это именно оно. Я и сам получил от них просто море удовольствия. Вполне можно брать. А у меня, друзья, на этом все. Это была модель Queen of Audio Mimosa. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра.